Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья, и сегодня в этом видео я хотела бы сделать обзор на такой популярный краситель для бровей и ресниц, как Bronze Sun. Данный краситель российского производства, фирма-производитель Innovator Cosmetics. Данный краситель является перманентным, он идет на гелевой основе. Также он является безаммиачным красителем. Он работает на 3% оксиде. pH данного оксида является единичка. Также, забегая вперед, хочу отметить, что данный краситель является высокощелочным красителем. Перманентная краска значит постоянный. Такой термин используют для перманентных красителей. Он окрашивает волосы изнутри, полностью замещая родной пигмент. Так как данный краситель не содержит аммиака, в этом красителе присутствует другой вид щелочи, это натрий хлорид, который, в отличие от аммиака, не является катализатором окислительной реакции, и тем самым он плохо стимулирует выделение атомарного кислорода. В связи с чем данный краситель нужно наносить тонким слоем для лучшего прохождения окислительной реакции и для лучшего окрашивания кожи. Также в состав красителя входит целлюлоза, это такой своеобразный пленкообразователь, он как бы обволакивает волоски, и в связи с чем сильное затемнение волоса не происходит. В целом линейка Bronze Sun имеет желтовато-зеленоватую линейку оттенков, которые хорошо подходят для теплых блондинок, для рыжих, для русых девушек. Также минусом данного красителя является то, что в нем нет ярко выраженных рыжих и красных оттенков, что делает данный краситель не универсальным для разных типов внешности. Также в данном красителе нет уходовых компонентов. Для того, чтобы данный краситель подходил для холодных брюнеток и шатенок, он нуждается в применении дополнительных корректоров цвета. Далее мы разберем оттенки подробнее и поговорим о возможных миксах данного красителя и о том, как можно скорректировать нежелательные зеленоватые и желтоватые оттенки на волосках и на коже. Еще из особенностей данного красителя я хочу назвать то, что оттенки от партии к партии могут значительно отличаться, поэтому если вы покупаете один и тот же оттенок, несколько раз, вы должны обязательно делать сводчи и изучать колористику данных цветов. Так как данный краситель оставляет четкий яркий след на коже, кожа нуждается в предварительной подготовке перед применением данного красителя. Я рекомендую использовать мягкие пилинги и гели-скатки перед подготовкой кожи. Ни в коем случае не используйте скрабы с грубыми частичками. Также перед пилингом советую нанести на кожу питательный крем на несколько минут, для того, чтобы размягчить роговой слой кожи, для лучшего отшелушивания. Данный краситель работает по технологии нанесения хны, поэтому его стоит наносить тонким слоем и каждый слой хорошо просушивать. Если вы нанесете толстый слой, то по периметру краситель окрасит кожу хорошо, а внутри кожа будет не прокрашена. Итак, сейчас хочу немножечко рассказать про технологию нанесения данной краски на кожу. Первый слой мы наносим тонким слоем, такими полирующими движениями. Если волоски густые, то наносим краску против роста волосков. Стараемся наносить тонким слоем и равномерно. Начало брови не закрашиваем. И даем слою просохнуть. Второй слой наносим такими притаптывающими движениями. Стараемся наносить краску равномерно и не густо. На начало брови не наносим, а просто стягиваем кисточкой с тела брови. То есть как бы делаем такой плавный переход на начало брови. Также есть еще и другой метод нанесения, когда мы закрашиваем просто полностью, потом ждем, пока просохнет, и поэтапно снимаем сначала с начала брови, потом с тела, а потом с хвостика брови. Снимаем краситель только после полного высыхания. После высыхания краситель ярко проявляется на коже. Если при нанесении вы увидели, что у вас появляются какие-то сгустки краски,
неравномерность, обязательно это нужно разравнивать кисточкой, потому что также неравномерно окрасится и ваша кожа. Нужно обязательно следить, чтобы слой был равномерный. После снятия красителя через некоторое время оттенок на коже и волосках темнеет. Также пока цвет не стабилизировался, вы можете взять ремувер, либо мицеллярную воду и сделать, например, какие-то участки более полупрозрачными, например, убрать начало брови, либо как-то выровнять оттенок немножечко, либо почистить. Также хочу отметить еще одну особенность данного красителя. Вы можете играться с количеством оксида. По технологии количество оксида и краски должно быть 50 на 50. Но если вы не хотите делать на коже яркий оттенок, вы можете взять оксида немного больше, вследствие чего вы получите более полупрозрачный оттенок, но данный оттенок он будет немножечко холоднее, чем если вы размешаете 50 на 50. Также, если вы хотите получить более теплый и более такой яркий отпечаток на коже, вы можете взять окислителя немного меньше. Также вы можете играться с временем выдержки. Минимальное время выдержки это 5 минут, а в среднем это 7-10 минут. Но также хочу отметить, что не стоит снимать краситель до того, как он полностью просохнет. Нужно обязательно дождаться этого момента, так как те места, которые не просохли, вы увидите такие непрокрашенные места на коже. Для ресниц время выдержки составляет 15 минут. Также, если после снятия красителя вам не нравится отпечаток на коже, вы можете его скорректировать. Например, если оттенок уходит сильно в зеленый цвет, то вы можете зелень скорректировать оттенком Light Brown, а желтизну вы можете скорректировать оттенком графит в чистом виде, если вы нанесете на 1 минуту на брови данный оттенок. Первый оттенок в линейке это оттенок Deep Black, он идет под номером 1. Данный оттенок идет на оливково-пепельной базе, он дает на волосках такой яркий черный цвет. Его используют в основном для окрашивания ресниц. Также его можно использовать для окрашивания бровей холодным брюнетком со светлой белой кожей. Уровень глубины тона для данного оттенка является единичка, это черный. Также еще хочу отметить, обязательно обращайте именно на уровень глубины тона, который дает краситель на волосках. Я вставлю табличку, вы можете посмотреть, как ее определить, потому что, конечно, отпечаток на коже очень важен, и также важен оттенок, который дает краситель на волосках, потому что оттенок на коже смывается через 5 дней, через 4-5 дней, да, а оттенок на волосках держится достаточно долго, и также вы можете не угадать с уровнем глубины тона и перетемнить волосок. Будьте с этим внимательны. Второй оттенок в линейке идет под названием графит. Он идет под номером 2. Уровень глубины тона у данного оттенка идет 6. Этот оттенок, он замешан на холодной такой пепельной базе с фиолетовым подтоном. Данный оттенок для окрашивания бровей в основном не применяется. Он применяется в основном в миксах, но он подойдет для обладателей седых волос, для холодных блондинок, для пепельных блондинок, для холодных русых девушек с очень белой кожей, то есть во внешности которых нет никакой теплинки. Если вы хотите немного утеплить данный оттенок на коже, вы можете добавить капельку каштана в данный оттенок. Либо если вы хотите немножечко утемнить данный оттенок, вы можете добавить капельку браун в данный оттенок. Данный оттенок можно использовать для ухолоднения тона таких оттенков, как Light Brown и Chestnut, добавляя его в районе от 10% до 30%, в зависимости от того, насколько вы хотите ухолоднить тон. Также данный оттенок можно использовать для разбеления более темных оттенков, например, таких как оттенок Brown. Также еще забыла сказать, что pH красителя идет на 9 уровне, а pH окислителя идет на 1 уровне.
Следующий оттенок это Blue Black, он идет под номером 3. Уровень глубины тона для данного оттенка идет на 2 уровне. Данный оттенок не такой ярко-черный, как оттенок Deep Black. Данный оттенок применяю для окрашивания ресниц блондинкам и после ламинирования ресниц. Для окрашивания бровей я данный оттенок не советую, так как он дает некрасивый такой зеленовато-сероватый подтон на коже. Он дает такой цвет асфальта, пепельно-голубоватый такой отпечаток на листе бумаги. Он не дает такого яркого черного оттенка, как Deep Black. Следующий оттенок это оттенок Chestnut под номером 4, каштан. Он идет на желтовато-зеленоватой базе. Уровень глубины тона данного оттенка идет на 7 уровне. Он не затемняет сильно волос. Данный оттенок хорошо подходит для русого типажа, для блондинок. Тепло-русый, светло-русый оттенок. Он также не затемняет сильно кожу. На коже он дает желтовато-зеленоватый оттенок. Для того, чтобы затемнить кожу, можно добавить капельку графита, либо капельку цвета браун. Следующий оттенок это оттенок Light Brown. Он идет под номером 5. Данный оттенок идет на желтовато-красноватой базе, но краснинки здесь совсем немножко. И данный оттенок очень схож с оттенком номер 6. Он также идет на уровне глубины тона 7, то есть он не сильно затемняет волос. И вот эти вот оттенки, они буквально отличаются на нюансах. То есть вот этот идет немножечко с красноватым подтоном на коже, а данный оттенок идет немного с зеленоватым подтоном на коже. Данный оттенок подходит для теплых русых девушек, для теплых блондинок, для рыжих, для девушек с таким горчичным оттенком волос. Для того, чтобы затемнить данный оттенок, либо его ухолоднить, можно добавить оттенок графит, либо оттенок браун, в зависимости от того уровня глубины тона, который вы хотите получить в итоге. Следующий оттенок это оттенок браун, он идет под номером 6. Данный оттенок уже дает уровень глубины тона где-то 5-6. Он сильно затемняет волосок. На коже он дает яркий отпечаток. Данный отпечаток коричнево-желтовато-зеленоватый. То есть на волосках он дает достаточно темный оттенок. Данный оттенок подойдет для русых, темно-русых и светлого каштана. Для коррекции зеленоватого подтона на коже вы можете добавить капельку цвета Light Brown для утепления оттенка и для получения оттенка для теплого шатена. Следующий оттенок в линейке Bronsan это оттенок номер 7 Dark Brown. Данный оттенок дает уровень глубины тона на 3 уровне. Это достаточно темный оттенок волосков. На коже он дает зеленовато такой коричневый оттенок. Я бы сказала, что это не очень удачный оттенок, потому что, например, по волоскам, по уровню глубины тона, например, для меня этот оттенок подходит, а на коже он дает такой некрасивый оттенок. Я бы сказала, что данный оттенок может подойти только загорелым таким темным шатенкам, либо загорелым брюнеткам. То есть очень неудачный оттенок. Если вы хотите скорректировать вот такой вот зеленоватый подтон, вы можете добавить немного оттенка цвета Light Brown и также высветлить волосок данным оттенком. Вы его можете добавить даже до 40% данный оттенок, чтобы немного высветлить именно волоски. Потому что идет вот такой диссонанс, что очень-очень темные волоски и вот такой вот цвет коричневый, зеленоватый на коже, некрасивый. Еще я знаю, что данный оттенок от партии к партии варьируется. Кто-то его любит, кто-то его не любит, но в том варианте, который у меня есть, он некрасивый дает оттенок на коже. Я бы его не советовала. Во избежание получения некрасивого оттенка на коже я бы не советовала добавлять в данный оттенок графит и черный цвет, потому что данные оттенки только подчеркнут вот эту вот зеленцу в этом оттенке. Также хочу отметить, что не стоит применять данный оттенок на людях
с оливковым подтоном кожи. Также далее я хочу рассказать о возможных миксах данных оттенков. Так как в данной линейке нету оттенков с рыжим и красноватым подтоном, поэтому у вас может создаться такое впечатление, что все оттенки это вариации одного и того же цвета. Я бы назвала это 50 оттенков русого. Ранее я уже рассказала о том, как можно ухолоднить либо утеплить определенные оттенки. Далее хочу рассказать непосредственно уже о тех миксах, да, которые можно также разделить по цветовым типажам. Первый микс, о котором бы я хотела рассказать, это микс оттенка Light Brown и графит в соотношении 90 к 10. Это получается такой холодный русый оттенок. Он подойдет для холодных блондинок, для холодных русых. Также данным оттенком можно скорректировать теплый отпечаток на коже, который дает Light Brown. То есть немножечко его ухладнить и утемнить. Данный оттенок подойдет для холодных русых, для темных русых девушек, для холодного блондина. Данный оттенок будет темнее на коже, чем просто Light Brown. И также данным оттенком можно скорректировать желтовато-красноватый подтон, который он дает на коже. То есть немножечко ухладнить оттенок на коже. Второй популярный микс — это микс оттенка Light Brown, графит и честнат в соотношении 45 на 45 и на 10%. Данный микс подходит для русых, темно-русых, рыжих и светлого шатена. Для большего затемнения оттенка вместо оттенка честнат можно добавить оттенок браун, если вы хотите получить более глубокий цвет. Третий популярный микс — это оттенок честнат плюс оттенок браун в соотношении 70 на 30. Данный микс дает утемнение цвета честнат. Данный микс подходит для теплого шатена и темного русого оттенка. Последний микс — это микс Dark Brown плюс Light Brown в соотношении 60 на 40. Данный микс может подойти для теплого и темного шатена. Данным миксом мы высветляем волосок, затемнение которого дает Dark Brown, и на коже мы корректируем зеленоватый оттенок, который дает также Dark Brown. Данный оттенок мы немножечко вытягиваем и делаем его немного лучше. Данным миксом мы разбеляем седьмой оттенок на волосках и корректируем зеленоватый подтон, который он дает на коже при помощи оттенка Light Brown. Итак, давайте подведем итог о Bronze Sun. Данный краситель подходит для русого типажа девушек, для блондинок и для теплых шатенок. Как вы уже заметили, что линейка данного красителя — это, как я уже назвала, 50 оттенков русого. Для темных шатенок и брюнеток это не очень удачный краситель. Также в данном красителе нету ярко выраженного рыжего и оттенка с красноватым подтоном. Данный краситель не является универсальным. Если вы хотите данный краситель, если вы очень любите данный краситель и хотите сделать его более универсальным, я бы вам посоветовала вот такую вот новинку от Elan. Это такие вот бустеры цвета, то есть они могут изменять оттенок красителя. Первый бустер — это оранж, а второй индик, то есть вы можете утеплять и ухладнять оттенки. Данные оттенки также можно применять не только для Elan, но и для других красителей, с которыми, возможно, будет совместимо. Из популярных цветов, которые я бы советовала к покупке, это двойка, четверка, пятерка и шестерка. Также хочу отметить, что оттенок 4 и 6 они очень похожи по своей колористике, но оттенок шестерка он дает больше затемнения, поэтому если вы будете выбирать между двух оттенков, да, я советую взять Light Brown и оттенок Brown и не брать четверку, потому что при смешивании, да, вот этих вот оттенков графит, Brown и Light Brown можно получить вот этот оттенок честнат. То есть они не универсальные оттенки, но если вы покупаете чисто для
своего использования, то выбирайте оттенок, который вам ближе всего подходит, который ближе к вам по колористике. А для брюнеток и темных шатенок я бы посоветовала просто купить оттенок Deep Black. Также хочу отметить, что Bronze Sun является не универсальным еще в том смысле, что в нем очень много оттенков желтоватым, зеленоватым подтоном, которые могут не подойти девушкам с оливковым подтоном кожи. То есть данные оттенки нужно будет обязательно корректировать. Также хочу отметить, что Bronze Sun является капризной краской, ему нужно найти подход. Также после снятия красителя щелочная реакция на поверхности кожи и волосках продолжается. Это происходит потому, что данный краситель является высокощелочным красителем, и через какое-то время кожа и волоски могут потемнеть. Это не совсем удобно. Также хочу отметить, что в данном красителе нет ухаживающих компонентов. Из плюсов данного красителя хочу отметить то, что данный краситель является аналогом хны, и вы можете сделать переходы цвета на бровях, можете сделать плавный переход от начала брови к телу брови и кончику брови. Также вы можете сделать акцент на кончик брови, либо на нижнюю линию бровей, что значительно отличает данный краситель от тех красителей, которые вы просто выкладываете ровным слоем, и они просто вот этим ровным слоем окрашивают кожу, на них невозможно сделать какие-либо акценты, лишь можно стереть просто раньше начала брови. Из плюсов также хочу отметить низкую цену данного красителя. Также для конечного потребителя есть такие наборы, куда входит уже краситель и один цвет из линейки Bronze Sun. Также туда входит специальная такая палочка для размешивания и стаканчик мерный. Это тоже очень удобно именно для тех, кто хочет применять данный краситель для себя и дома. То есть не для профессионального использования. На данном моменте я хочу закончить свое видео. Если вы также пользуетесь данным красителем, пишите свои любимые миксы и что вы делаете, да, как вы корректируете вот эту зеленцу, либо вот этот желтоватый подтон. Пишите свои отзывы в комментариях. Мне будет интересно почитать, кто также любит эту краску. А на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.